Всем привет! Сегодня я вам расскажу о классном и быстром методе цветокоррекции. Этот способ очень быстрый, поэтому вы за несколько минут можете из обычной фотографии сделать супер классную обработку. Итак, давайте начнем. Для начала мы сделаем с вами копию слоя. Я это делаю при помощи горячих клавиш Ctrl плюс J. Далее я создаю пустой слой. Его мне нужно залить любым цветом. Вот заливочка. Цвет у меня тут розовенький по умолчанию. Ну, давайте зальем черным. Мне так удобнее просто. Заливаем. Далее выбираем корректирующий слой Hue Saturation. Прикрепляем его к нижнему слою с нашей заливкой. Ставим Colorize. Поднимаем осветление Lightness наше чуть выше в плюсик. И подбираем тон, какой мы хотим с вами на нашу фотографию. Ну, я думаю, оттенок в этом районе будет самое то, что надо. Поднимаю немножечко насыщенность. Далее, чтобы наш слой этот проявился, мне нужно наш слой с заливкой перевести в другой режим наложения. Режим наложения у нас находится вот здесь, вот в этой вкладочке. Сейчас у нас, видите, стоит Normal. Выбираем. Значит, вот эти вот режимы, они работают на затемнение фотографии. Это Darken, Multiply, Color Burn. Вот эти вот Lighten, Screen, Color Dodge. Вот эти вот все режимы работают на осветление фотографии. Далее. Overlay, Soft Light, Hard Light. Эти режимы наложения работают как контраст. Вот эти вот остальные, это работают уже конкретно с цветом. Для нашей фотографии больше подойдут контрастные режимы наложения. Я обычно буду использовать Soft Light для такой фотографии. Значит, смотрим, вот что у нас с вами получилось. Я не хочу этого эффекта на наших моделях, поэтому я беру масочку, выбираю кисточку, ставлю ее черную, Flow ставлю в районе 70% и этот эффект убираю с наших моделей. Так, с волосиков убираем, с кожи, с одежды. С бокальчика немножко можно. Так, с руки парня, то у нас сильно фиолетовая. С костюма его убираем. Аккуратно. Так, с брюк. Например, эффект на платье я хочу оставить, но не сильно. То есть я беру наш flow, это нажим переводится, делаю чуть меньше, на процентов 28, кисточку побольше. И вот такими движениями слегка убираю эффект. То есть он будет убираться не полностью. Так, на платьюшко я хочу, наверх платья хочу немножко вернуть. Я меняю кисточку с черной на белую и добавляю здесь этого эффекта. Только на платьюшко. Подтираем, где у нас тут лишнее. Так, еще, в принципе, можно немножечко. Оп, вот так вот. Вот что у нас с вами получилось. Если эффекта вы считаете, что очень много, вы opacity, это непрозрачность, немножко снижаете. Вот у нас получается вот такой вот эффектик. Так, дальше, что мы можем с вами еще сделать? Я, например, хочу немножко подправить кожу. Для этого я беру горячие клавиши Shift, Ctrl, Alt плюс E и сливаю все слои в один. Для того, чтобы вернуть цвет кожи, какой вы хотите, нам надо сделать такую же манипуляцию. Мы берем пустой слой, заливаем его. Значит, давайте сразу переведем в режим Soft Light. Выбираем корректирующий слой. Привязываем его при помощи этой кнопочки. Значит, Colorize. Осветляем немножко. Поднимаем Lightness. И подбираем оттенок кожи. Обычно это в районе оранжевых, желтых цветов. Ну, допустим, ну пусть будет так. Насыщенность переберу немножечко. Lightness чуть-чуть повыше.
Значит, теперь иду на этот слой с черной. Беру маску. Закрываю ее, инвертирую Ctrl-I. И кисточку, но уже белого цвета, я прорисовываю кожу наших моделей. Так, вот так смотрим, что у нас было до, стало после. Видите, она стала более теплой, потому что был на ней эффект серости такой присутствовал, некрасивый. Так, если что-то опять не нравится, мы заходим в наш корректирующий слой и здесь уже подправляем опять настроечки. Хотите saturation можете повысить, хотите опустить, можете яркость поднять, можете убрать, то есть можете тон поменять. То есть здесь уже как вам нравится делайте. Ну, так оставлю. Так, что бы я еще сделала с этой фотографией? Я бы поменяла бы цвет губ девушки. Для этого мы берем новый слой. Я его ставлю также в режим Soft Light. Значит, делаю чуть... Ой, момент. Так, чуть увеличиваю фотографию. Значит, беру кисточку. Выбираю цвет, который мне подойдет для губ. Ну, это, наверное, что в районе розовенького. Вот такого цвета. И аккуратненько пририсовываю губы. Так вот губки. То есть вот такой у нас оттенок получился. Можно непрозрачность немножечко снизить. Значит, теперь давайте посмотрим, как у нас было до. Вот смотрим, было до. И как стало после. То есть, видите, за несколько минут мы смогли с вами из обычной фотографии сделать классную обработку. То есть, и это у нас не заняло очень много времени. Если вам понравился способ, подписывайтесь, ставьте лайки. Если вам вдруг что-то будет непонятно, вы пишите под видео. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, если что-то вдруг вам непонятно. Всем спасибо. Всем пока.